Вот он, видите, какую-то выручную пластину выполняется. Вот. Скручивается из двух частей. Вот. Видите? Это вот внутренняя форма, а это внешняя форма будет. Вот. И они совмещаются. Вот. А внутренний где? Что-то. Вот, это вот внутренний объем как бы полукола. Это как бы внутренняя часть, стержень называется. Вот. Затем это лекало снимается и формуется фальшколка, так называемая, средняя часть. Вот он здесь фальшколка. Уже снято лекало, и вот получается фальшколка. И потом он покрывается воском, как вот здесь вот. Воском. И наносятся все изображения. Вот видите, вот они тут уже видны, восковые тоже. Орнаменты, иконы, там, кресты, надписи, все-все-все. Вот. Наносится, тоже воском. И фактически это вот будет уже копия будущего колокола. Форма короны верхней части колокола отдельно делается. Она вот готовность так устанавливается. И когда нарядка закончена, то значит, снимают все лекала, устанавливается сверху форма короны и начинают покрывать слоями вот такой тонкой вот смеси, которая весь рельеф на себя воспринимает. Вот она. Ну, то есть, как бы здесь пока еще корону не поставили, но вот один раз уже два прошли. Вот видите, вот. Вот, то есть она вот как сметана прямо такая тоненькая. Она схватывает все детали рельефа, получается. И потом слой за слоем наносятся вот другие, значит, слои. Сверху вот корона, значит, уже стоит. И потом уже устанавливается, вон она, как выглядит, форма короны, вот, маленькая эта штучка. Вот это? Да. Сверху через нее заливка производится, через творог. Вот. Форма короны. И потом, значит, устанавливается каркас металлический, такой вот они там куча лежат. И снова все залепляется глиной. И производится такой предварительный нагрев. При этом весь воск выходит, который был вот там, а глина спекается в керамику. Становится такой прочной. И потом разбирают форму, то есть снимают за вот эти ушки, которые имеют каркас, снимают на каркасе вот эту внешнюю часть формы, так называемую рубашку, на которой все вот эти вот орнаменты отпечатались. И вот этот вот фальшколокол сбивается, он больше не нужен. Он занимает тот объем, который будет потом представлять из себя металлическое тело колокола. А второй раз она нереально потом используется? Ну, его перемалывают и на раствор. Нет, я имею в виду без перемалывания. Ну а как? Ну, пробовали, не бойся. Она же не совок, поставишь, вот хоть на миллиметр он не совпадет, уже металл будет, не пойдет уже. Пробовали.
не очень не прокатывает. Хотя можно заняться, я думаю, довести как-то до ума все это. Ну, тоже нет смысла, просто проще сделать. Ее перемалывать, и тут же там заделим делается. И получается две части формы, готовые к отливке. То есть стержень и внешняя рубашка. Вот эту удаляют как бы вот прослойку. Они совмещаются, и между ними остается пустота, которая занимает потом металл. Ну, подается сверху через форму вот, короны, вот, через это отверстие, которое называется ледниковое отверстие. И все, и исполняет форму, и застывает в таком виде. И потом, значит, когда он остынет, то вот выбивают всю вот эту вот внутреннюю часть стержня весь, снимают каркас и вот эту вот рубашку, вот, очищают все это. То есть вот вы сейчас сформировали здесь стержни, да, вот эти вот? Ну, Вы их вот потом, вот вы этот их потом, стержень, вот вы их этот потом стержень. переносите в печку. А каким образом переносите? Они же тяжеленные. Балка над нами проходит. А там кран какой-то есть, да? Кран? Снимаются этот полиэтилен, и там балки тут. А, и туда. Да, и в яму. А за что цеплять-то ее? Вот, А, вон она как. Понятно. За ушки вот эти, да? ну, вот, собственно, это... Поставили в печку, сверху на нее поставили внешнюю вот эту форму, да? Коронку, корону вот эту. Значит, мы не в печку, мы ставим в такую яму, получается, литейную. Ну, как бы, даже практично более ставить в опоку, если не очень большая форма, делается такой чан металлический, и в него вот они там стоят. В него устанавливается вот эта форма, сперва внутренняя часть, потом у нее, там она засыпается песком, потому что, видите, она круглая. Вот, засыпается песком, и сверху устанавливается ушко для языка. Вот. Мгм. И вот ушко это, оно, значит, торчит усиками вверх, получается. Вот. И за подлицо тоже заделывается. И вот так выглядит внутренняя часть колокола, а потом сверху ставится внешняя часть формы. Вот. То есть фактически у вас стержень, он весь кирпичный получается изнутри. Просто немножко снаружи вот этой вот глины, Но да? по лаку он бывает такой, ну, видимый, как бы, там просто видно стеночка такая быстро ставит. А тут кирпичный, да, довольно. Вот. И в итоге, значит, что получается? В итоге, вот когда она стоит внутри опоки уже, ее начинают вот трамбовать землей. Они только что этим занимаются. То есть они ее засыпают песком и трамбуют все это, чтобы ее не поднимут, потому что она не может поднять. Вот. И вот этот песок он позволяет выйти газом, когда выполняется форма, газа, вот, и сама форма, она проницаемая тоже, газопроницаемая, то есть она должна пропускать газ сквозь себя. Мгм. Вот это все выходит, как бы, ну, основной через воронку, но также и через песок. Вот. И ну и вот заливают уже через желтое вот это отверстие. И потом все это остывает несколько дней, ну и вынимают, раскрывают, получается. Это печка просто для отопления, да, этого помещения? Да, она как бы подогревается. Тут на самом деле, видите, везде спирали, на которых форма сушится. Вот. На каждой стороне. Они тоже дают тепло, и тут обычно бывает тепло. Так не иначе, само по себе. Мгм. Ну, у нас, конечно, такой каменный электр в этом плане. Но это на всех производствах, которые используют старинные технологии, потому что куличи страшные, постоянно эти смеси, пески, там все эти глины, там, в общем-то, как бы никуда не приедет. Все это потом, видите, смешивается в этих чанах и глины буквально. Ну, там эти вот Буковки. здесь они, да. Что-то есть, да. А? Что-то есть. Ну да, это вот видите все. Из которых потом наколка влепится, да? Да. Пластмасса? Почему? Просто. Я так У нас понимаю, сегодня металл небольшие металл заливают. плавится, да, у нас? Да, вот там как раз металл. Ну, это сегодня небольшая плавка. Просто я говорю, что
В январе там будут более крупные вот эти. А вот эта вот присыпка песочком этим надо зачем? Сверху. И это воронка, по которой пойдет металл, чтобы он в сторону не расходился. Чтобы он весь пошел туда внутрь. Потому что как бы, если прорвется металл, во-первых, это будут потери, во-вторых, как бы, может не хватить его в итоге, если он будет расплескиваться в стороны. У нас все под расчет получается делается. Ну, вроде, конечно, интересно. Что для этого супер-факт, но это не нормально. Что интереснее? Там компресс ламинат нагнетать, да? Да. Да, тихий. А это она не очень мощная. То есть она тратит какие-то участки. Вот эта вся плавка там буквально 50 метров. Ну и, соответственно, дольше. Ну а что, вы запустили утром, и все, она грелась, она поставили, стало, да, подольше. Вот 6 часов. А сколько колокол отставится потом? Вот этот Как? в форме сколько отставится? Ну, вот такие маленькие, день буквально. Они остывают довольно быстро. А вот большие, там 2-3 дня. Самые крупные могут неделю оставать, но это уже несколько тонн обычно. А так спекается песок, что ли, или что? Или он просто высыхает? Дело в том, что это замешано на жидком стекле. Такой компонент, который как клей работает, ну, фактически канцелярский клей. Отец Рома, а это что за операция с бревном? Это дразнение называется металла, дразнение металла березовым колом. Вот этот вот кол, он позволяет ну, как бы вывести все газы из металла наружу и шлак вывести. Вот этот уголь, который содержится в дереве, он может вступать в реакцию с этими неметаллическими соединениями и выводит их наружу как шлак. И бурлит она еще. Дальше. Вы поднимаетесь туда. Так, пожалуйста, только... Что ли, подходит? Скажи, как подойдет.
Дома говорит. Ну вот он такой, да, там на самом деле есть и тоже. Просто нет, там есть один стол, ну, там один другой домик. Так, значит, А вы их искусственно чем-то потом еще это патинируете, да? патинируем, да, чтобы они смотрелись как старинные языка. И вот сейчас вы все это увидите, как это происходит. Так что оставайтесь с нами. Отец Серафим. Наш пасхальный трезвон на тропарь Христос воскресе. Отец Серафим, я сейчас зазвон сделаю. Ага, я пока зазвон сделаю. Не спеши, только не спеши, ладно? Без суеты. Не спеши.